Двойные веки, V-образные подбородки и плечи в 90 градусов. Корейские, да и в целом азиатские стандарты красоты довольно сильно отличаются от западных, но тем не менее, если вы являетесь любителем азиатской культуры, кей-попа или дорам, вы наверняка про них знаете, и они вас уже не удивят. Большинство кей-поп-айдолов делали пластические операции и различные косметологические процедуры, чтобы приблизить свою внешность к этому самому стандарту. И все эти процедуры, диеты азиатских знаменитостей, их уход за кожей и волосами – все это постоянно обсуждается. Да и у меня на канале уже были ролики и про эти процедуры, и про корейские стандарты красоты. Но время не стоит на месте, тренды меняются, и индустрия красоты постоянно ищет новые способы улучшения внешности. Всем привет, вы на канале Брауни, и в этом ролике я хочу рассказать вам о новых азиатских трендах красоты и пластической хирургии, которые могут показаться вам необычными, странными и даже опасными. Многие азиатские процедуры кажутся нам довольно необычными, но они проводятся гораздо чаще, чем нам может показаться. Одна из таких процедур, через которую проходят многие кей-поп-айдолы, это операция на пупке. Все дело в том, что им довольно часто приходится выступать в нарядах с открытым животом, а у айдолов все должно быть идеально, даже пупок, о котором мы с вами обычно даже не задумываемся. Идеальный пупок длинной и тонкой формы, не торчащий наружу, и таким его можно сделать с помощью операции. Хоть это и не подтверждено, некоторые поклонники подозревают, что Юна из Girls' Generation делала такую операцию, так как форма ее пупка изменилась с годами. Также форма пупка изменилась и у Сакуры из Le Sserafim. Сейчас он выглядит более скрытым, чем раньше. Эта операция довольно проста и не требует долгого восстановления, поэтому многие переносят ее без осложнений. О чем вы обычно думаете, когда слышите слово «филлер»? Филлерами увеличивают губы, заполняют морщины, но вы бы вряд ли догадались наполнить ими свои уши. Вы не ослышались, один из новых бьюти-трендов в Азии – ушной филлер. Возможно, вы знаете, что в Азии, например, в Японии или в Корее, считается красивым иметь маленькое лицо или же маленькую голову. Another huge thing is like head size and face size. That's so crazy So in when Korea. I first came to Korea, when I was a trainee, they were like, okay, you're gonna have to get 돌려깎기, like you're gonna have to shave your cheekbones and your jaws. And I was like so scared because they said it takes like 6 months to recover. Oh my and it could God. go really wrong, right? Carving the bones out of my face just seems so scary. So I was like, I can't do it. In America, nobody comments saying like, oh my god, you have such a small face. Like, oh my god, you have such a small head. Это может показаться довольно странным, но маленькое и более короткое лицо в Азии считается более милым и красивым, поэтому существует множество процедур и способов визуально сделать лицо меньше. Когда уши не прижаты к голове и имеют такую форму, когда их видно спереди, то есть в анфас, лицо кажется чуть меньше и образ становится более миловидным, поэтому появились процедуры по заполнению ушей филлерами, чтобы сделать их более заметными. А также считается, что торчащие ушки создают образ феи, как у Хэрин из New Jeans или Ваньон из IVE. Ну и если говорить о более практичном подходе, с помощью такой процедуры можно исправить асимметрию ушей. Изначально тренд на эльфийские ушки пошел из Китая, и там уже существуют способы сделать уши торчащими без операций, например, с помощью специальных тейпов или даже накладных ушей. Так что если у вас заметные ушки и вы комплексуете из-за них, задумайтесь, ведь вы просто фея. Следующий тренд уже не слишком новый. Он был задан молодыми кей-поп-айдолами, такими как участницы групп New Jeans и IVE, и это тренд на красивые длинные волосы без челки, который подразумевает идеальную линию роста волос. Среди корейцев и кореянок всегда были весьма популярны челки разной длины и густоты, но теперь открытый лоб тоже является трендом, поэтому резко взлетел спрос на операции по коррекции линии роста волос, которая должна быть идеальной и симметричной. Для коррекции линии роста волос проводятся также пересадки волос и микроблейдинг, то есть перекрытие пробелов на линии роста волос татуажем. Ну а самый простой способ сделать линию роста волос идеальной, к которому прибегают
практически все корейские артисты, айдолы и актеры. Это специальная косметика, пудра, тени и спреи, которыми закрашивается линия роста волос, а также проборы, чтобы волосы выглядели идеальными и более густыми. Обязательно присмотритесь к актерам-дарам и айдолам, и вы это заметите. Это довольно полезный лайфхак, который можно применять на себе. В Китае набирает популярность необычный тренд в пластической хирургии, а именно добавление заметной горбинки на носу. Да, мы привыкли, что горбинки обычно спиливают, создавая идеальный прямой нос. Но новый тренд гласит, что нос с горбинкой выглядит более естественным, и идеальная форма носа предполагает высокую переносицу, небольшую горбинку и приподнятый кончик. Подобный тип носа можно увидеть у Sunny из Twice или Мион из G-Idol, но более распространена такая форма носа, конечно же, у западных знаменитостей, например, таких как Скарлетт Йоханссон. Считается, что такой нос придает лицу более рельефный вид и 3D-эффект. А вот следующий тренд красоты не просто необычный, но и тревожный, по мнению многих корейцев, так как он может быть опасным. Это операция по расширению зрачка. Звучит довольно странно, да и выглядит, честно говоря, тоже. По задумке процедура должна повторять эффект от ношения увеличивающих контактных линз, которые весьма популярны среди азиатских знаменитостей и довольно сильно меняют образ. Процедура заключается в установке круглого силиконового кольца вокруг зрачка для его расширения, а клиника, предлагающая ее, преподносит операцию как свою собственную разработку, над которой в течение 7 лет проводились исследования. По словам клиники, операция не затрагивает сам зрачок и является довольно простой, но так как эта процедура появилась совсем недавно, никто не может знать о ее побочных эффектах и долгосрочных последствиях. Честно говоря, у меня есть ощущение, что на некоторых рекламных буклетах глаза модели изменены с помощью фотошопа, а сайт клиники, не то чтобы работает. Я нашла эту операцию на сайте корейских стартапов, но, судя по всему, желающих установить имплант в глаз ради постоянно расширенного зрачка пока что немного. Еще одна довольно опасная, но гораздо более распространенная и уже не столь новая процедура, популярная в Китае. Это операция по блокаде мышц голени. Это делается для того, чтобы икры были более худыми и, соответственно, ноги выглядели более тонкими. Я говорю именно тонкими, а не стройными, потому что китайская мода подразумевает именно крайнюю худобу и ноги-палочки. Обычные диеты, а тем более тренировки, не помогут сделать мышцу меньше. И если в Корее в икроножные мышцы колят ботокс, то в Китае хирурги пошли гораздо дальше. Они подрезают нервы в голени, блокируя их. Такая операция обещает моментально сделать ваши ноги худыми, длинными и прямыми, но потенциально может привести к болям и даже к потере подвижности ног. Однако китайских женщин это не останавливает. Тем не менее, многие женщины, прошедшие через эту процедуру, не заметили обещанного эффекта, но стали страдать от болей в ногах, и им стало сложнее заниматься спортом и бегать, что, собственно, неудивительно. Мы неоднократно обсуждали то, насколько важна внешняя привлекательность для жителей стран Азии и как стандарты красоты давят на людей в той же Корее, как на женщин, так и на мужчин, хоть и в меньшей степени, как они влияют на жизнь человека и на его положение в обществе, чем это опасно и так далее. И пока я искала информацию о новых бьюти-трендах, я наткнулась на несколько интересных историй о пластической хирургии, не все из которых закончились хорошо. И я хочу рассказать их вам, предоставить эти истории на ваш суд, ну а вы обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. И да, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под это видео и подписаться на мой канал, если все еще не подписаны. Это очень поможет мне в продвижении. А также я хочу напомнить вам про свой телеграм-канал и другие соцсети, ссылки на которые вы можете найти в описании к ролику. Там мы всегда можем оставаться на связи и обсуждать различные новости азиатского шоу-бизнеса. А еще там просто уютно. Обязательно заходите. Начну с истории с хорошим финалом. 27-летняя инфлюенсерша Хиросе Аири откровенно рассказала о том, что сделала более 20 пластических операций, которые стоили ей колоссальных денег, а именно 24 миллиона йен, чтобы полностью преобразиться. Дело в том, что Аири была одержима идеей сделать себе пластическую операцию еще с 15 лет. И все потому, что мать все детство критиковала ее внешность.
Говорила дочери, что та похожа на отца, который предал ее и оставил с долгами. В школе девушку тоже травили за внешность, и в итоге у нее развился комплекс неполноценности, причем такой сильный, что она начала бояться зеркал и дошла до попытки покинуть этот мир. К счастью, девушку спас ее друг, и с 16 лет она поставила цель заработать себе на пластику. Она ушла из дома матери и начала работать на 2 работах, снимая дешевое жилье. Первую операцию Аири сделала в 19 лет и впоследствии изменила себя до неузнаваемости, потратив на операции все деньги, которые она копила в течение 8 лет. Изменив внешность, Аири стала моделью и набрала множество подписчиков в соцсетях. Девушка все еще старается обрести уверенность в себе, но можно сказать, что операции пошли ей на пользу. Однако пошла ли бы она на все эти операции, если бы ее мать и ее сверстники были бы чуть добрее, когда она была еще ребенком? К сожалению, не все истории о пластике заканчиваются удачно. Китаянка по фамилии Джан перенесла операцию по созданию двойного века за 30 тысяч юаней. Эта операция одна из самых распространенных и популярных в Азии и считается довольно простой, но даже такая операция может пойти не по плану. Результат операции Джан был ужасающим, она чуть не ослепла. Все дело в том, что хирург пришил внешний уголок ее века прямо к ее глазному яблоку. Теперь она не может двигать левым глазом, ее зрение ухудшилось, глаз воспалился и стал болеть. На фоне стресса у женщины начали выпадать волосы и развилась депрессия. Клиника предложила Джан провести повторную операцию, но женщина, к счастью, не решилась ложиться под нож к тому же врачу. Вместо этого она потребовала от клиники оплатить ей операцию в другом месте, но, к сожалению, Джан не получила от клиники никакой компенсации. Общественное давление толкает на пластические операции все более и более молодых людей, и одна из таких – 9-летняя Митчи, которая прошла через операцию по созданию двойного века, потому что считала себя некрасивой. Маму Митчи зовут Руччи, и вместе они ведут бьюти-блог на Ютубе. В Японии пластическая хирургия для несовершеннолетних легальна, с разрешения родителей, и уже в столь юном возрасте Митчи решилась на операцию, потому что стеснялась своего разреза глаз. Из-за неэффективной анестезии 20-минутная операция продлилась 2 часа, и девочка перенесла все это. Но было ли это желание по-настоящему ее? Все дело в том, что Руччи, мама Митчи, также росла с комплексом по поводу своих век и с детства замечала, что люди, у которых было двойное веко, считались более красивыми и получали больше заботы. Она убеждена, что девушка с одинарным веком просто не может быть красивой, и поэтому сама перенесла эту операцию в 18 лет. Она позволила Митчи сделать ее всего в 9 лет, чтобы она не столкнулась с дискриминацией по поводу внешности и не получила такой же комплекс. Но не кажется ли вам, что она просто перенесла на дочь свою собственную травму, просто навязала ей этот комплекс? Руччи уже планирует побудить дочь на дальнейшие операции. Она считает, что когда Митчи вырастет, ей следует исправить форму носа и груди. Можно ли назвать это заботой, учитывая давление стандартов красоты на японское общество? Или все-таки ребенку нужно дать возможность вырасти и сформировать собственное представление о красоте? Иногда желание стать красивее становится последним желанием. Китаянка по фамилии Лю взяла $5600 в кредит, чтобы сделать 6 пластических операций за одни сутки, но, к сожалению, не пережила свое преображение. Сперва девушки провели операцию на двойное веко и ринопластику, которые заняли 5 часов. Затем ей сделали липосакцию, а на следующее утро ей ввели жир в грудь и лицо. Уже на следующий день Лю должна была быть выписана, но она потеряла сознание в клинике. Ее перевели в больницу, но уже не смогли спасти. Причиной трагедии стала липосакция, которая привела к образованию тромба. У Лю остались 2 детей и муж, который подал на клинику в суд и потребовал компенсацию. Из запрошенных $140 тысяч семье женщины выплатили лишь 80 тысяч. Общественность была шокирована тем, что врачи решили провести целых 6 операций всего лишь за сутки, не побоявшись осложнений, и поставили под сомнение профессионализм этой клиники. Желание выглядеть лучше, нравиться себе и другим людям естественно, но порой оно толкает людей на огромные риски. Нет ничего плохого в том, чтобы избавиться от комплексов посредством операции, но гнаться за трендами красоты, которые могут меняться каждый год и отличаются в разных странах и культурах, возможно, не стоит. Оставляйте свои комментарии,
Пишите, понравился ли вам такой формат, и заглядывайте в мой телеграм-канал. Надеюсь, это видео было для вас интересным, а у меня на этом все, и я прощаюсь с вами до следующего ролика. Пока-пока.